Добрый день, в эфире информационная сводка. Молдавские фермеры попросили власти создать экспортный коридор для вывоза зерна. Фермеры отмечают, что на юге страны приходится стоять в очереди 5-6 дней, чтобы вывести зерно. При этом все сложности с логистикой экспортеры компенсируют за счет аграриев с помощью снижения закупочных цен. Кроме того, ситуация станет еще сложнее из-за роста объемов экспорта украинского зерна. В Британии готовят более 2000 украинских спецназовцев для операции ВСУ против Российской Федерации, связанной с Крымом. По информации издания Sunday Express, киевские власти намерены задействовать против полуострова новые дальнобойные ракеты, которые поставят Великобритания, Германия и США. Пентагон купит для Украины терминалы Starlink, которые Маск отключать не сможет, сообщает New York Times. Глава Пентагона одобрил сделку в июне. По словам неназванных чиновников США, речь идет о 400-500 таких терминалах. Вероятно, их предоставят Украине для выполнения конфиденциальных функций. В Центральноафриканской Республике сегодня проходит референдум по изменению Конституции. Ее новая редакция увеличит президентский срок с 5 до 7 лет и отменит ограничения в 2 срока. И тогда президент Фастен Аршанж Туадера сможет вновь баллотироваться на пост. Критики кричат о консолидации власти в президентском кресле, подрыве принципов демократического правления и увековечивании культуры политического доминирования. Западные страны не устраивает действующий президент. Туадера стремится к независимости ЦАР от Франции и ее союзников, чье военное присутствие и политическое вмешательство ничуть не помогают бороться с террористическими группировками и выстраивать эффективную экономику. Сейчас ЦАР сотрудничает с Россией в сфере безопасности и налаживает экономические связи. Руководство страны приняло участие в саммите «Россия-Африка» с Владимиром Путиным. Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте Джо Байдена в связи с сомнительным бизнесом его сына, заявил спикер Кевин Маккарти. Конгресс обязан начать расследование против президента Байдена после того, как он явно солгал американцам о своем участии в деловых сделках его сына Хантера, передает Fox News. Были деньги, которые шли в Китай, взяточничество не может остаться без ответа, настаивают критики демократической администрации из числа республиканцев. Они уверены, что Джо Байден знал об этих сделках и был причастен к некоторым из них. Группа украинских военных взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, заявил глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из Старомайорского. «Взято много пленных противника», отметил Рогов. Отмечен случай, когда более 10 украинских военных одновременно сдались в плен. По данным Минобороны, на Времевском выступе в районе Старомайорского подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины и уничтожили украинскую ДРГ. Противник потерял на этом направлении до 110 военнослужащих. Украинская федерация фехтования потребовала лишить нейтрального статуса российскую саблистку Анну Смирнову, которая отказалась сжать руку украинка Харлан. Повод: в соцсетях Смирновой украинцы нашли поддержку российской армии. Харлан постоянно живет в Италии, потому что на Украине, по ее словам, нет таких условий для тренировок. Она бывшая депутат от партии Януковича.